Всем привет, друзья! Сегодня варим айвовое варенье. Оно получается очень красивое, ароматное. Кусочки айвы очень хорошо держат форму. И получаются в итоге очень вкусные, как мармеладки в айвовом соке. И для варенья мне необходимо хорошенько вымыть, очистить от семян и нарезать айву. Нарезаю вот такими средними кусочками. И на килограмм айвы я беру килограмм сахара. Приблизительно половиной сахара я посыпаю нарезанную айву, а на плиту ставлю стакан воды. Когда вода закипит, всыпаю в воду вторую часть сахара и сюда сразу же всыпаю пол чайной ложки лимонной кислоты и помешивая, жду, пока у меня вскипит вот этот сахарный сироп. Надо мешать постоянно, чтобы сироп у нас не подгорел. И когда сироп закипит большими пузырями, выключаем плиту. И вот посмотрите, вот так вот выглядит закипевший сироп. Теперь этим сиропом я заливаю нарезанную и посыпанную сахаром айву. Хорошо перемешиваем варенье, чтобы весь сахар полностью растворился в горячем сиропе. И ставим на средний огонь. Когда варенье у нас закипит, оставляем его вариться 5 минут. Через 5 минут выключаю и оставляю до полного остывания. После этого можно снова включить плиту. Варенье снова закипает. Опять же варим его минут 5. Выключаем, опять остужаем. Эту процедуру можно сделать 4 или 5 раз. И в процессе варки постепенно айва становится прозрачной, янтарной, сок приобретает очень красивый цвет. И эта процедура с поэтапной варкой вообще применяется не только для айвы, и другие варенья можно варить этим способом. При этом у нас фрукты и ягоды варенья остаются целыми, не развариваются, и в итоге у нас получается очень красивое на внешний вид варенье. Итак, я сварила свое варенье 4 раза. Я его варила и остужала, и уже на 5-й раз, когда оно у меня поварилось 5 минут, все еще очень горячее, я сразу его заливаю в банки. Разливаю в банки, закрываю крышкой, переворачиваю в горячем виде вверх дном и оставляю до полного остывания. Все, варенье готово. И если вы хотите сварить такое варенье, я оставлю, как всегда, количество продуктов внизу в описании к этому ролику. А вы заходите еще на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои вопросы, комментарии. Думаю, вам не трудно, а мне будет очень приятно. На сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами. До следующих рецептов.